Здравствуйте, друзья! Меня зовут Шипилов Вадим, и сегодня мы поговорим об игровой зависимости. Что такое игромания и когда она появилась в нашей стране? Первые игровые автоматы начали устанавливать еще в 1988 году в гостиницах СССР. Тогда всего за один год в гостиницах интуристов в Москве, Ленинграде, Сочи, Ялте, Минске и других городах установлено 226 игровых автоматов. Первое казино в СССР Астория Пэлас открылась в Эстонской ССР весной 1989 года в Таллине, после чего игорные заведения начали открываться по всей стране. К 2005 году оборот этой сферы составил 5-6 миллиардов долларов. В стране было около 400 тысяч игровых автоматов и 5 тысяч игровых столов. К 2006 году было выдано свыше 6 тысяч лицензий на игорный бизнес. В период распада СССР, когда в стране проснулся интерес к западной культуре, в России большую популярность получил покер, на тот момент существовавший только в подпольных и закрытых клубах. В 2006 году отрицать проблему игровой зависимости стало уже невозможно. Тогда на встрече с лидерами парламентских фракций президент Владимир Путин передал в Государственную Думу предложение по законопроекту о урегулировании игорного бизнеса в нашей стране. Но, несмотря на многочисленные попытки регулировать эту отрасль, в июле 2009 года игорный бизнес был закрыт. Таким образом, любая игорная деятельность, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, в нашей стране может осуществляться только в специальных игорных зонах. Несмотря на запрет, игорный бизнес продолжает свою работу, маскируясь под интернет-кафе, лотерейные клубы, ночные клубы, биржи. В итоге, за время, прошедшее с момента закрытия игорного бизнеса, резко возросло количество подпольных игорных заведений в городах. СМИ постоянно сообщают о закрытых полицией подпольных казино. Друзья, не стоит забывать, что игромания – это тоже зависимость, поэтому никакие ограничения не могут быть эффективными на 100%. Несмотря на серый статус игорного бизнеса, в нашей стране после выхода законопроекта об урегулировании игорной деятельности стали появляться онлайн-казино. Мошеннические игровые сайты перешли в интернет, где их вообще стало трудно контролировать. После очередной блокировки по решению суда онлайн-казино в интернете открываются уже новые сайты с игровыми автоматами, запускается новая реклама с участием звезд эстрады, шоу, бизнес и так далее. Наверное, вы замечали, что практически невозможно посмотреть кино в интернете, не увидев очередной рекламный ролик, зазывающий пользователя перейти на сайт онлайн-казино. Это сплошь и рядом. Таким образом, с развитием интернет-технологий в нашей стране игровая зависимость приобретает новые масштабы, которые мы не встречали ранее. Сегодня все больше людей с каждым днем становятся зависимы от ставок на спорт, онлайн-казино, букмекерских контор и других азартных игр. Люди тратят огромные деньги на азартные игры. Закладывают семейное имущество, берут кредиты, влезают в долги в надежде отыграть проигранные средства или сорвать очередной куш. Столкнувшись с проблемой игровой зависимости, люди вообще не знают, как с ней справиться. А большая их часть даже и не осознают, что они находятся в проблеме, которая требует неотложного лечения. Так что же такое игровая зависимость? Игромания или влечение к азартным играм, патологический гэмблинг – это опасное состояние, при котором человек может моментально лишиться своей собственности. Онлайн-казино, ставки на спорт, покер, слоты, лотереи, автоматы, компьютерные игры – вся индустрия построена таким образом, чтобы выкачать из клиента ровно столько денег, сколько у него есть. Как и в случае с алкоголизмом, наркоманией, толерантность формируется при игровой зависимости очень быстро. И в какой-то момент справиться с этой проблемой самостоятельно уже невозможно. Итак, что такое лудомания? Игровая зависимость – это болезненное влечение к азартным развлечениям. Онлайн-казино, покер, рулетка, ставки на спорт. Лудомания не знает возрастных и гендерных ограничений. Стать ее жертвой могут как юные школьники, так и пожилые женщины. Например, 55-летняя жительница одного из российских городов в течение года потратила на азартные игры свыше 100 тысяч долларов. А чтобы скрыть этот факт от родных, имитировала совершение в отношении нее противоправных действий. Итак,
Как понять, что ваш близкий страдает игровой зависимостью? Какие существуют признаки лудомании? Один из них – это утрата контроля. Остановиться, встать из-за стола для игромана столь же тяжелое испытание, как для алкоголика отказаться от спиртного. Немотивированный риск. Независимо от выбранного развлечения, игрок делает крайне высокие ставки, не останавливается после проигрышей. Следующее – это изменение психического состояния. Человек становится раздражительным, агрессивным, успокаивается только в процессе игры. При этом результат для него уже становится неважным. Утрата альтернативных интересов. Как и любая другая форма зависимости, лудомания приводит к проблемам на работе, в учебе, ухудшению отношений внутри семьи. Следующее – это рост количества времени, затрачиваемого на игру. Постепенно весь досуг человека сводится к ставкам на спорт, онлайн-казино, автоматам и сайтам, где можно испытать удачу. Почему у людей формируется пристрастие к азартным играм? Основная проблема – это доступность развлечения. Большая часть зависимых делает выбор в пользу азартных игр в интернете. Ставки на спорт, покер, рулетка, блэкджек, кости, лотерея. Чтобы погрузиться в бездну азарта, нужно потратить минимум времени. Поскольку игромания больше изучена в странах Запада, в Японии, США, специалисты выделяют несколько причин неудержимой тяги к данному развлечению. Первое. Это необходимость острых ощущений. Выигрыши и проигрыши дают человеку очень сильную эмоциональную встряску, и для ее повторения размер ставок нужно постоянно увеличивать. Если любому из нас задать вопрос, как за несколько часов получить много денег, то наверняка самым распространенным будет ответ – сыграть в казино. И пусть вероятность проигрыша составляет 99%, но азартные игроки обязательно скажут, ведь есть еще 1%. Так почему бы не попытать счастье? Еще одним фактором, формирующим игровую зависимость, является неправильное воспитание. Нередко именно родители прививают ребенку любовь к азартным играм. Играя с ним в домино, карты, покупая ему лотерейные билеты, люди с малого возраста заостряют свое внимание на материальных ценностях. Игры дают ложное ощущение быстрого богатства, легких денег, которые можно получить без значимых вложений. И самонадеянные люди, особенно молодые, нередко становятся жертвами данного заблуждения. Безответственность. Важный фактор развития игровой зависимости. Безответственные люди живут исключительно сегодняшним днем. В надежде выиграть и испытать приятные чувства. Даже при наличии семьи игроман редко задумывается о будущем. Все его мысли сконцентрированы на том, как в кратчайшие сроки достать средства, чтобы в очередной раз потратить их в азартных играх. Многие люди задают вопрос, кто подвержен лудомании больше, женщины или мужчины? Определить точное количество зависимых крайне трудно, но чаще всего с этой проблемой сталкиваются именно представители сильного пола. Это объяснимо. Во-первых, у них есть деньги, которые требуются для азартных игр. Во-вторых, мужчины более целеустремленные и нацелены на успех. В-третьих, сами развлечения, к примеру, казино, в большей степени ориентированы на сильный пол. Но это не значит, что женщины не страдают от игровой зависимости. В Южной Корее, США, Японии отмечается настоящий бич РПГ. Онлайн-развлечений с возможностью отождествления с персонажем. В этих играх для развития своего персонажа и покупки внутриигровых предметов требуются средства. С самого появления забавы онлайн-РПГ самой активной аудиторией стали девушки и женщины. Что делать, если ваш близкий человек зависим от азартных игр? Игромания проявляется по-разному. Включает в себя 3 стадии и целый комплекс заблуждений. На первом этапе зависимый только втягивается в азарт, постепенно повышает ставки, утрачивает альтернативные развлечения. На втором этапе игроман теряет способность остановиться, хвастается выигрышами, нередко выдуманными, погружается в долги. Третья стадия – это полноценная стадия зависимости, победить которую без специального лечения практически невозможно. Требуется полная изоляция от соблазнов, переключение на альтернативные развлечения, коррекция психологических проблем. Мы занимаемся этим в клинике решения уже более 18 лет
и сотни наших клиентов за это время освободились от игровой зависимости. Нас часто спрашивают, как вести себя с лудоманом, если вы столкнулись с тем, что муж зависим от азартных игр. Модель поведения зависит от личностных особенностей конкретного человека и не может быть универсальной. Ни в коем случае нельзя потакать болезненному пристрастию, давать деньги на покрытие долгов. Только полный отказ от азартных развлечений поможет человеку вернуться к нормальной жизни. Финансовая помощь только после начала лечения, а решение проблем только за конкретный результат. Можно ли бороться с зависимостью от азартных игр? Лудомания излечима, особенно в раннем возрасте и при наличии у пациента мотивации. Существуют случаи, когда люди справлялись с зависимостью самостоятельно, но проще добиться эффекта с помощью специалистов, которые владеют методиками лечения, понимают психологию своего пациента. Негативный опыт способен стать толчком к выходу из кризиса, крупный проигрыш, неприятности, разрыв с женой и прочее. Что можно посоветовать родственникам людей, страдающих игровой зависимостью? Не погашайте долги игромана. Не пытайтесь действовать с позиции силы. Эффективность скандалов и ссор равна нулю. Попытайтесь разобраться в причинах зависимости. Не бросайте игромана один на один с его проблемами, но и не становитесь универсальной палочкой-выручалочкой. В нашей клинике решения работают специалисты, которые уже десятки лет успешно занимаются лечением людей с игровой зависимостью. Если ваш близкий страдает от игромании, мы можем предоставить вам бесплатную консультацию специалистов по телефону, который вы видите на экране. В нашей клинике работают профессиональные психологи, специалисты по лечению игровой зависимости, которые подскажут, что вы можете сделать в этой ситуации, подобрать клинику, которая подходила бы лично вам. Не занимайтесь самолечением. Игромания – это тяжелое заболевание, которое, к счастью, поддается лечению. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими видео. Мир вам. До свидания.